Вот такой вот мини-компьютер. Вот он. Вот он, вот он, вот он. И это Intel, ну как они, знаете, как они его назвали почему-то? Intel Early C. Ну, N95 и N100, то есть эта модель выходит из Intel N95 процессором, из Intel N100 процессором, при этом в различных конфигурациях на Winde 11 с 2,5 гигабитным портом, с 5 гигагерцовым Wi-Fi, с DDR4 памятью, да мало того, еще и с PCI-Express 4 NVMe SSD, правда здесь есть некий нюансик, который мы разберем в этом обзоре. Короче, в обзоре на канале Технозон, да еще и за такую цену. Поехали. Конечно же, начнем с Алиэкспресса, никуда я уже от него не денусь, и ссылки на этот компьютер лежат в описании под видео, я вам напомню, и, конечно же, подписавшись и нажав колокольчик, а я вас призываю к этому, вы не пропустите дальнейшие наши интересные обзоры. Ну и, конечно же, в описании есть видео, вернее, в описании есть ссылка на видео на украинском языке для нашего украинского канала. Так что поехали, смотрим, ну, во-первых, евро мы сейчас быстренько переделаем на доллар. Так, смотрите, он есть во всех вариантах, даже без памяти и без SSD. То есть без памяти и без SSD он будет стоить $161. Тот вариант, который я брал 16 на 512, стоит $228. И за $228 вы сейчас, я вам сейчас прочитаю конфигурацию, мы его еще потестим, вы получите достаточно неплохой мини-комп. Но при этом я хочу обратить внимание, что я бы брал сразу на 1 терабайт, потому что разница между, ну, допустим, между на 512 и 1 терабайтом практически никакая. Слушайте, в долларе так вообще она никакая. Слушайте, а в долларе она вообще никакая. Я когда покупал, была разница. Ай-яй-яй, как я прогнал, надо на 1 терабайт, $263, комп. При этом я бы сразу брал бы на N100 процессоре, он немножечко лучше, чем N95 и Евровилка. Смотрите, ну короче, есть 8-гиговые версии, начинаются от 196, и 260, это 16-гиговая на 1 терабайт. При том, что там, посмотрим, как там это все внутри устроено. Дальше, что у нас здесь в описании? Мини-ПК Intel Alder Lake N95 или N100, это, кстати, 10-нанометровый процессор, от себя добавлю. Intel UHD Graphics, DDR4 до 32 гигов поддерживается, SSD-шники, ну здесь у нас написано, у нас есть, и знаете в чем вопрос? У нас есть варианты того, что сюда можно установить и 2280 NVMe, и можно установить еще 2242 SSD, но правда это SATA интерфейс, ну, тоже разберем, покажу. У нас стоит модуль 5 гигагерцовый Intel AC7265, не самый лучший, но работает очень неплохо. Ну и, конечно же, 2,5 гигабита LAN-порт, что нам позволяет реализовать его в качестве, например, NAS сервера с подключением, например, к роутеру, у которого есть LAN 2,5, и по Wi-Fi раздавать на максимальной частоте. У нас, смотрите, N95 это 12-е поколение, Intel Core, Alder Lake, 4 ядра, 4 потока, по 3,4 ГГц, 15 Вт TDP, 6 мегабайт еще и 3-го уровня кэш есть. При этом с поддержкой AV1 кодека для мультимедиа. Он отлично проигрывал у меня 70-гиговые фильмы вообще просто на лету, без проблем. Поэтому я вам честно скажу, ну, конечно, с 3.4 N100 он немножечко поинтереснее, с TDP 25 Вт, но вот такое, знаете, не сильно большая разница будет в производительности. Для бизнеса вообще идеально. 2 HDMI порта, мы его сейчас вообще распакуем. Слушайте, мы его сейчас распакуем, посмотрите, что там есть. Мало того, ну это 12-го поколения процесс. Ребят, 12-го поколения. Максимально 2 терабайта поддерживает. Мало того, у нас здесь Винта 11 стоит и 4 порта USB 3.2. Поддерживает 4К, подключал к 4К телеку, запросто вытягивает 4К, поэтому тут как бы вообще вопросов нет. Ну и AV1 и H265 кодек запросто. А вот то, что тут показывают Adobe Premiere и показывают After Effects, это вранье. Мы тестировали в PC Mark 10, и он для этого не совсем подходит. Подходит он неплохо для редактирования, для YouTube, для мультимедиа, для общения по видеосвязи, для работы с таблицами, базами данных более чем. И в соцсетях для браузинга просто отлично. Но 3D Mark я даже тестировать не буду, потому что это вообще ни о чем. Играть на нем нельзя. Я вам покажу парочку игр, которые я запускал. Все, ребят, ссылка в описании под видео.
Насчет самого компа мы сейчас сделаем с вами выводы после обзора. Ну и, конечно, переходим на распаковку, тесты, подписываемся, поехали. Ну что, мини-PC 16х500, вскрываем, именно распаковочка. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Коробка ничем не примечательна. Сам по себе мини-PC совсем маленький. Ух ты. Так, что у нас здесь есть? Intel Alder Lake процессор N95, 16 гигов вариация на 500. Ну, в принципе, смотрите, спереди 2 USB 3.0. У нас есть кнопка включения-выключения питания. Сзади у нас HDMI, есть разъем питания, LAN-порт. Есть у нас 2 USB 3.0 еще и еще один HDMI. То есть, по сути, у нас 2 HDMI. По охлаждению здесь, по сути, ноутбучное охлаждение. Я уже здесь вижу решеточки радиатора. Смотрите, здесь вот, скорее всего, захват отверстия. Здесь выдувы. Смотрите, у нас есть 2 диффузора по эту сторону. Можно его на что-то закрепить на стену. Ну, такое себе, на стену, либо на что-то другое. Сейчас посмотрим, что там есть у нас в комплекте крепления. Давайте попробуем разобрать, насколько он разбирается без повреждений. Имеется в виду, чтобы не вносить конструктивные какие-то моменты. Использую отверточку, мою любимую Xiaomi. Здесь у нас совсем-совсем тонкие винтики. Так, ну, нам это не помеха. В описании под видео могу кинуть обзорчик на эту Xiaomi отверточку. Раз. Кстати, резиночки тоже съемные. 3. Здесь пломба, кстати, есть. Должны учитывать. Так, вскрыли. Ага, есть положительный момент. Сразу говорю. Смотрите, апдейтится. Ну, у нас всего лишь один разъем для памяти. Здесь стоит 16. Он поддерживает до 32 гигов. Ну, такая себе память обыкновенная самая. Также у нас стоит вот такой вот PCI-Express. Чего? PCI-Express 4.0 M2. Мне кажется, что это какая-то под этот небольшой обман. Какой PCI-Express 4.0? Так, 500 гигов. Мне вообще кажется, что это SATA. NVMe, да. PCI Gen 4. Да ладно, слушайте. Они что, сюда PCI Gen 4 вмахнули? Да, прикиньте. Ну, по крайней мере, так заявляется. Смотрите, какой тоненький. Ну, хорошо. Теперь модуль у нас. Тут еще модуль попробую рассмотреть. Модуль у нас Intel 7265 NGV. Это AC модуль 5 ГГц, чтобы вы понимали. Знаем такие модули. Ну и в принципе дальше я уже доставать не буду, потому что нам по сути его надо будет разобрать, там уже подрывать охлаждение. То есть его можно модернизировать, сюда можно еще будет влепить, ну это получается PCI-Express еще одна карта. Для чего это вообще у нас? Потом посмотрим на сайте, если уже не посмотрели. Есть батарейка для того, чтобы не сбрасывалось время, но сюда по ходу можно влепить еще один диск немножко меньшего формата. Да, ну с винтиком. Слушайте, как бы приятное впечатление от возможности модернизации. Вот это очень приятно. Модуль, Wi-Fi модуль я бы сразу менял бы, честно вам скажу. То есть не морочил бы себе голову. Ну, прикиньте, вы можете 32 докинуть, можете диск поменять, можете докинуть сюда еще диск, либо какую-то PCI-Express карту. Я не знаю, честно говоря, надо посмотреть, что за интерфейс. Знаете, что хорошо в такой отверточке? То, что у нее нет вот этой супер дури, и по сути она не заставляет пластик хрустеть, то есть не выламывает пластиковые крепления. Отлично. Ну, вроде бы все собрали. Давайте посмотрим, что у нас еще в комплекте. Эта штучка достается. Есть у нас инструкция. Ну, давай, открывайся. О, есть. Есть блок питания. Блок питания, знаете, на что похож? На асусовский такой форм-фактор. Это у нас 12 вольт 4 ампера на 48 ватт.
С таким вот такой вот разъемчик. Под Type-C уже пора делать, ребята. Есть HDMI кабель и должно быть крепление. Да, крепление у нас есть для крепления на стену, либо на монитор. То есть здесь есть винты крепления и дополнительно такое вот крепление есть. Нормальная тема. Короче, я его включаю, настраиваю и дальше уже будем тестировать уже конкретно на подключенном мониторе. Друзья, загрузили, настроили и давайте начнем конкретно с теста сетевых возможностей. Тут такой вопрос. Почему? Потому что заявились-то 2,5 гигабита LAN-порт. Я специально подключил 2,5 гигабита, поднял сеть. И вот мы имеем с вами результат. Я уже тестировал. Пожалуйста, мы тестируем. У нас 2.36, 2.37. Это значит 2.37 плюс служебный трафик. То есть здесь честный 2,5 гигабитный порт. То есть он подходит для организации, 2.34, да, 2.34 это средний то, что мы получали на 2.5 на всех. То есть здесь конкретный порт 2,5 гигабита, можно организовывать, там даже маленький сервачок какой-то пропускной способности более чем хватает. При этом его можно подключать, например, к NAS серверу, можно из него даже какой-то NAS заделать. На секундочку, из него можно заделать 2,5 гигабитный NAS, и плюс его можно подключить к, допустим, роутеру, который поддерживает 2,5 гигабита LAN, и внутри сети организовать с него раздачу 2,5 гигабита, допустим, через сетевые диски. Вот такая вот фишка. То есть это классная тема для каких-то моментов. Это что касается LAN. Ну что, поехали дальше. Чем примечателен компьютер? Давайте посмотрим сводную по процессору через CPU ID, через CPU Z обыкновенный. Это Alder Lake 10-нанометровый, 15 Вт максимальный TDP, Intel Core, само собой это Intel N95, и у нас даже есть 6 мегабайт третьего уровня кэш. Ай-яй-яй. Что могу сказать? Да, в принципе, для работы очень даже нормальный процессор, 4 ядра, 4 потока. Основная плата с PCI Express 3, 8 гигабайт в секунду, как они заявляют. Посмотрим. Память у нас в одном слоте стоит, но мы с вами это уже видели, 16 гиговая. Если докинуть еще одну, будет даже очень ничего. По графике, конечно, Intel UHD Graphics это такое себе действие. Давайте посмотрим, что за Intel UHD, он его вообще идентифицирует или нет. Да, вот видит, пишет неизвестное. Все мы понимаем, что это за ядро. Такое себе достаточно слабоватое. Если говорить про температуру эксплуатацию, то мы ориентируемся на тест PCMark 10. Объясню почему. Потому что он тестирует температуру в различных моментах его использования. И вот мы здесь видите максимальная CPU температура. Мы сейчас видим с вами в разделе... Сейчас мы посмотрим. Рендеринг и видео. Мы видим с вами максимальная CPU температура была 76 градусов. То есть здесь выше 76 градусов, вот 78, да, максимально было. Выше этого показателя у нас температура не поднималась. При этом могу сказать, что для рендеринга и графики он не совсем подходит. Он больше подходит для, видите, как у него распределились баллы. Это 2511 баллов. И меньше всего для digital content, для создания цифрового контента. Это значит, что рендеринг и визуально это 1400, это вообще ни о чем. И видеоэдитинг 2700 это тоже вообще ни о чем. То есть если говорить о том, что у нас есть Essential 5305 баллов, это у нас, допустим, веб-браузинг, это, допустим, запуск приложений, как они, видите, продуктивность приложений, его запусков, то есть работа с таблицами, работа с написанием текстов, видеоконференций, да, и сам по себе просмотр видеоконтента здесь будет очень даже оптимально, он оптимален для таких вещей. Само собой 3D Mark проводить здесь абсолютно нет никакого смысла, потому что он просто-напросто покажет какую-то, честно говоря, фигню. Crystal Disk Info показывает, что у нас, видите, как стоит диск PCI Express 4 на шине PCI Express 3. То есть это какое-то такое вообще непонятное действие, зачем это было делать. Такое себе. NVMe Express 1.4 это стандарт. Само собой, тут у нас проблем мы никаких не видим. Сейчас запустим бенчмарк. Вот у нас вот такой вот бенчмарк симпатичный. Все, стартуем.
Так, ну мы видим с вами результаты. Эти результаты не такие впечатляющие, как я думал, будут на таком диске, но мы давайте учитывать, что это все-таки бюджетное решение, да плюс еще и не PCI-Express 4 шина, то есть на PCI-Express 3 влепили PCI-Express 4 диск, то есть 1746. Это, кстати, неплохо, это вообще неплохо. По температуре 65 градусов была максимальная в тесте, и возврат в пределы 60 градусов, это нормальная температура, менее чем за там 1,5 минуты. Это нормально, то есть охлаждение работает. Работает, хотя, ну, вот эти вот 65 градусов, это, конечно, чуть-чуть такой выше нормы. Это не критичное показание, не критичный показатель, но он есть. Так, это мы дело закрываем с вами. Посмотрим, что у нас здесь написано. 16 гигов, доступно 15,7. Это Windows 11 Pro. Ну, версия 22H2, она получила обновление. Windows Future Experience Park. Дело в том, что Windows достаточно интересная в том плане, что он показывает, что она лицензирована. Не знаю, вернее, у нее она активирована изначально, у нее как бы проблем нет. По диспетчеру устройств, опять же, неидентифицированный Ultra HD Graphics видеоадаптер. Ну, уже с вами понимаем, что это. Меня интересует, ну, процессоры мы поняли, 4 ядра, сетевые адаптеры. У нас здесь стоит Intel AC7265, не самый худший адаптер в 5 ГГц. И интеловский Ethernet. Ну, такое, слушайте, ничего здесь такого экстраординарного нет. Это самый обыкновенный мини-комп. Тут можно, в принципе, закрывать. Что же мы можем делать на таком мини-компьютере? Мы можем с вами браузить, использовать какие-то, допустим, приложения для общения. Мы можем с вами редактировать документы. Тут я как бы вообще ограничений никаких не вижу. Ну, например, давайте запустим ютубчик или потом посмотрим кино с вами. Посмотрим, как это дело работает. Запущу свою любимую дикую реку в 4К. Разверну, и мы увидим с вами, что она прекрасно работает в том виде, в котором есть, насколько автоматически он выбрал. Но мы должны с вами посмотреть качество. Он выбрал 1080p 60 Гц. Поставим сейчас 2К и включим статистику для админов, для сисадминов. Он отлично отрабатывает в 2К, он вытягивает 2К ресурс. И давайте попробуем поставить 4К, посмотрим, что у нас тоже из этого получится. Ставим 4К. 4К 60 FPS, дикая река, стартовых 10 дропов, это нормально для виндовой версии, именно браузерной, и тоже отрабатывает 4К 60 FPS. Обалденный, кстати, ролик в том плане, что для проверки он очень высокобитрейтный, там 65 Mbps я умудрился в YouTube засунуть, даже больше, по-моему, 85, умудрился засунуть в YouTube, и он его съел. Он его съел и при этом еще и не перекодировал. Тут с этим как бы вопросов у меня нет. Давайте попробуем, есть ли поддержка AV1 кодека. Включаем Японию 8К. Нет, она включается в VP9. А, нет, все, слушайте, у него есть поддержка AV1 кодека. Сейчас разверну на полную, и вы увидите, что он проигрывается просто идеально сейчас. Идеально в AV1 4К 60 FPS. То есть данный мини-комп можно спокойненько использовать для, допустим, проектора. То есть почему? Потому что здесь можно проигрывать тяжелые фильмы без тормозов, без ничего. И если, допустим, ваш телевизор поддерживает 120 Гц, то здесь можно смотреть фильмы в 24 кадра без автофреймрейта, и у вас не будет никаких дерганий. Это раз. Во-вторых, если ваш монитор поддерживает 120 Гц, то же самое будет. И есть еще один немаловажный момент, что здесь в этом случае будет работать и 60 Гц, то есть у нас будет нормально работать и ютубчик, и, допустим, те же самые фильмы в 24 кадра. Если говорить о самом браузинге как, как о средстве, то у него, смотрите, у него достаточно, давайте я зайду в Netflix, у него достаточно памяти для того, чтобы открывать много вкладок, у него достаточно много мощности, чтобы это все дело организовывать. Мы сейчас запустим Netflix, мы сейчас, давайте там, уведомления мы не будем, включим какой-нибудь фильм. Он сейчас его поддерживает в HD просторный звук. Просторовый звук — это шпатель аудио. К сожалению, приходится нам скрывать данный контент, чтобы не было у нас претензий от правообладателя.
Но он проигрывает все идеально, быстро. При этом мы можем с вами параллельно браузить, например, в Facebook зайти какой-нибудь там в нашу группу. То есть, пожалуйста, у нас работает сейчас Facebook, при этом это все очень быстро делается. То есть процессор достаточно мощный для того, чтобы браузить. То есть сейчас у нас там проигрывается Netflix, опять мы его скрываем. И давайте посмотрим на диспетчер задач, что нам показывает в производительности сейчас. У нас сейчас при проигрывании, допустим, Netflix, при открытии там пары вкладок занято 21% ресурса процессора, то есть, пожалуйста, и всего лишь там даже 16, 13, 1 ГГц даже используется для сейчас при стриминге, да, там Full HD какого-то контента. Я считаю, что этого более чем достаточно, пускай пока воспроизводится. Можем открыть еще там, допустим, какой-нибудь новостной сайт, просто в гугле там полазить. Вот открыли новостной сайт, открываем еще почту. Пожалуйста, открыли еще почту, только что мы вошли в Netflix, нам оповестило. При этом все эти браузеры работают просто идеально, одновременно еще можем тест сети провести, понимаете? То есть по браузингу здесь вообще никаких вопросов нет. Для того, чтобы понять, что мы еще можем делать, вы видите, что у меня здесь есть какие-то там таблицы, публикации и все остальное. То есть я использую здесь Office, то есть я на нем использую иногда как рабочий компьютер, ну маленький, просто его удобно с собой взял, и мобильный мониторчик, который я когда-то обозревал, у меня такой 15,6 дюймов, и это удобно с собой там поработать как такой мобильный ноутбук. Это... Знаете, в чем еще удобство? В том, что я могу сюда подключить два монитора и полноценно работать. Конечно же, это не полноценный ноутбук, да, и ноутбуком он никогда не будет, это конкретный компьютер. То есть, сейчас мы можем печатать, мы можем работать с большими документами, он будет отлично с этим отрабатывать. То есть у нас вообще вопросов никаких нет, и мы никаких моментов не испытываем с редактированием больших документов. То же самое и с таблицами, то есть он работает с большими, нет, не хочу я составить, он работает с большими объемами данных. Ну и, конечно же, хочется посмотреть, как он работает с очень большим контентом. Смотрите, у нас есть тестовые, например, там Gemini Man, в очень большом битрейте, это 69-гиговый тестовый ролик, ребята. Я сразу говорю, открою даже стандартными методами венды, там, допустим, кино и ТВ, и посмотрим, как он работает. Здесь у меня вообще вопросов никаких. Это SSD, который я подключил через USB 3, вообще все шикарненько, ничего не тормозит, давайте могу перемотать. Просто отлично. Просто отлично. При этом в режиме pass-through в некоторых моментах, например, в коде можно попробовать получить Dolby Digital звук, но об этом я распространяться для нелицензионных мини-компов, конечно же, не буду. Но фильм он воспроизводит просто идеально. То есть у меня здесь претензий нет. К тому же для тех, кто будет говорить, что там нет автофреймрейта, автофреймрейт есть через коде, например. Вы можете через коде получить автофреймрейт. Для тех, кто говорит, что автофреймрейта нет в компах, это все фигня. И плюс вы можете использовать плеер с SVP-плеером, который интегрирован плагин SVP для уплавнялки. Или чистый SVP-плеер, он будет уплавнять тот контент, который ему подсовываете. То есть у вас будет видео, знаете, с театральным эффектом. Это классно тоже. Дальше. В данном случае мы, конечно же, должны с вами попробовать что-нибудь проиграть, потому что, по сути, нам тестировать-то больше нечего. То есть это просто мини-компьютер, на котором можно браузить, общаться. Какие-то тесты мы с вами увидели. Давайте запустим обыкновенный, допустим, CSGO. Я сильно сомневаюсь, что с этой видеокартой. Я вот хочу запустить две игры. CSGO, CSGO, как ее некоторые называют, и запустить Hearthstone. То есть почему? Может быть еще даже StarCraft. Первый StarCraft. Почему? Потому что он еще Tomb Raider у меня есть. Ну, короче, сейчас мы посмотрим. Так, запустился CSGO. Давайте посмотрим в настройках. Я вам сразу говорю, я пробовал с этим играть, и графика у меня сейчас стоит высокая, и я выключил там некоторое размытие в движении, сглаживание и повышенный контраст игроков. Сразу говорю, нужно поставить хотя бы среднее общее качество теней, потому что будет, беда. Давайте с вами сошпилим в какую-нибудь штучку.
Говорить об FPS на данной фигне вообще на данном мини-компе вообще не стоит. Нам просто нужно хотя бы визуально оценить. То есть, ну, знаете, когда там тестируешь там какую-то крутую сборку там, с какой-то видеокартой, ты там показываешь FPS. Здесь главное, чтобы играло. Вот я вам честно говорю, если оно хоть как-то заиграет, это уже будет победа для этого мини-компа. И его выкинуло. Какого хрена выкинуло, так и не понял. Ну давайте посмотрим, что он сейчас еще раз перезапустим. То есть, ну тут очень-очень слабо для этого действия. Давайте еще раз нажмем начать. Опа, прошло. Прошло, в этот раз прошло. Давай. Ой, ну вы уже можете видеть, как это дело работает. То есть визуально это дерганина даже на каких-то вот отключенных моментах. Ну нет, я уже не хочу его тестировать дальше. Ну нет, это не для активных игр. Все, ребят, извините, что я его включил. Это очень плохой момент, если честно. То есть я думаю, что даже там проверять какие-то более старые игры, ну давайте попробуем все-таки Hearthstone проиграть. Hearthstone, что там, карты, я думаю, что там вообще вопросов не будет. Слушайте, ну пока здесь обновление, давайте тогда StarCraft запустим, елки-палки, уже хочется хоть что-то увидеть, во что-то поиграть, более-менее нормальное. Первый StarCraft будет работать, я уверен. Тот работал на древних компах, даже в таком варианте. То есть вот для старых игр это пойдет 100%. Смотрите, вообще огонь. Так, StarCraft Expansion, давайте имя придумаем. Это тым какое-то там, все, поехали. За протоссов. Кто вообще любимые персонажи, это были протоссы у меня. Ну тут, конечно же, вообще вопросов нет. Ну, ребят, в это можно играть. В это можно играть, беспроблемно играть. Поэтому, ну, вы же понимаете, с какой графикой играть. Поэтому тут тоже нам нужно понимать. Так, а нельзя нам, кстати, GameSpeed ускорить, а нельзя видео расширить, да? Вот, а ну, подожди, Windows Full Screen. Нифига, короче, не дает оно. Не дает, к сожалению. Ах ты ж, блин. Очень жалко, но это будет играть, ребят, давайте. Вот игры такого уровня. Можно ее закрыть, кстати. Все-таки я хочу поиграть в Hearthstone. Ну что, обновилось, давайте игранем. Ну, короче, смотрите, я уже, в принципе, даже мнение сложил. Для кого пойдет? Для трейдеров, для домохозяек, для учебы и, допустим, для какой-то школьной работы. Вообще для малого бизнеса так вообще идеально. По 2 монитора подключения, достаточная мощность, достаточная память и быстродействие для выполнения основных рабочих задач. Например, там бухгалтерия, работа с базами данных, работа с таблицами. Это будет просто более чем идеальный компьютер. Очень тихий. Вот я слышу, что работает, допустим, у нас охлаждение, но очень тихий. Так, давайте сейчас зайдем на какую-то игру и попробуем, как это работает. Давайте. А вот это вот мне нравится, как работать. То есть вот такие вот нетребовательные пошаговые игры, это будет более чем хорошо. То есть для меня, смотрите, для меня достаточно будет. Я поиграл в Hearthstone, я очень редко, у меня есть ROG Strix, да, там этот ноутбук у меня там сумасшедший на Intel, на AMD Ryzen, там какой 6900 или 8, какой 6900 HX, да. И да, там, конечно, монтировать классно, видосы, работать с графикой хорошо. А здесь он, пожалуйста, при том, что я там не играю ни во что, кроме Hearthstone. Но я там еще пытаюсь поиграть в Hogwarts Legacy, но мне очень сильно сюжет такой детский надоел, и, честно говоря, уже я его подсливаю. А здесь как бы вот, все работает, смотрите. По графике все отлично. Поэтому я уже готов пойти прорезюмировать данный мини-компьютер. Очень даже неплохой он получился за свои деньги. Так, все, мы поняли, что ты работаешь, мы выходим.
качестве выводов скажу, знаете, за такие деньги очень даже классный комп получился. Мне настолько сильно понравился, в том плане, что вы видели, сколько у меня там документов на рабочем столе? Я на нем работаю каждый день. Почему? Потому что я его кинул, у меня мобильный мониторчик, я его кинул там на стол в дальней комнате, пришел, включил, поработал. Это не моя бандура, не мой там ноутбук там 17-дюймовый с Ryzen 9 и просто классная штукенция. Так что я его могу рекомендовать, но за эти деньги дороже я бы уже не рассматривал бы этот компьютер. Так что ссылочки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.